Приветствуем всех наших зрителей. Благодарим, что смотрите наши видео. Если вы здесь впервые, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Сегодня в этом видео мы обсудим одно из самых интересных пророчеств монаха Авеля, касающееся событий, которые должны произойти в России и в мире в 2024 году. Пророчества всегда вызывали живой интерес, и люди искали в них ответы на свои вопросы, предвидели возможные события и готовились к переменам. В истории немало предсказателей, чьи слова сбывались, и одним из таких пророков был монах Авель. Монах Авель, известный своими пророчествами и видениями, в миру был Василием Васильевым. Родился он в 1757 году под Тулой в семье крепостных крестьян. Его ранние годы были полны трудностей и лишений, но именно эти обстоятельства закалили его характер и подготовили к дальнейшим духовным испытаниям. Василий Васильев появился на свет в маленькой деревне, принадлежавшей помещику Льву Нарышкину. Он был одним из 9 детей в семье, где каждый ребенок с малых лет помогал родителям по хозяйству. Семья жила бедно, и труд Василия с самого детства был необходим, чтобы поддерживать хозяйство на плаву. С ранних лет Василий показал склонность к духовной жизни и глубокую религиозность. Несмотря на тяжелые условия, он учился грамоте и освоил плотницкое дело. Стремление к познанию и внутреннее духовное влечение уже тогда выделяли его среди сверстников. Жизнь Василия Васильева была нелегкой. С юных лет он был вынужден работать, чтобы поддерживать свою большую семью. Будучи подростком, Василий отправился на заработки. Сначала в Херсон, а затем в Кременчуг. Работы было много, а жизнь была тяжелой. В чужих местах он не чувствовал себя в безопасности и часто болел. Однажды после тяжелой болезни Василий принял решение вернуться домой и попросить у родителей благословения на монашеский постриг. Он чувствовал, что его призвание служить Богу, и хотел посвятить свою жизнь молитве и духовным практикам. Однако семья не поддержала его решения. Родители нуждались в его помощи, и Василий был вынужден остаться дома. Вскоре он женился, как это было принято в то время, и создал уже свою собственную семью. Его избранницей стала хорошая деревенская девушка, с которой он прожил 10 лет, усердно работая и заботясь о своей семье. У них родилось 3 детей. Несмотря на внешнее спокойствие, Василий продолжал ощущать внутренний призыв к монашеской жизни. Это стремление не угасло, и он продолжал мечтать о монастыре, молясь и надеясь, что когда-нибудь ему удастся осуществить свое желание. В 1785 году Василий Васильев наконец принял монашеский постриг и стал монахом Авелем. Этот шаг стал поворотным моментом в его жизни. Оставив семью и мирские заботы, он отправился в монастырь на Валааме, где проводил большую часть времени в посте и в молитве. Он почти не общался с другими монахами, предпочитая уединение и внутреннюю сосредоточенность. Именно в монастыре на Валааме у Авеля начали проявляться его пророческие способности. Он видел видения и картины будущих событий, которые затем записывал. Эти видения стали основой его пророчеств, которые принесли ему известность, но и в то же время множество испытаний. Авель покинул Валаам и 9 лет путешествовал по миру, записывая свои видения и пророчества. Его жизнь была полна трудностей и лишений, но он никогда не отступал от своего духовного пути. Монах Авель стал символом непоколебимой веры и духовной стойкости, а его пророчество продолжает вызывать интерес и вдохновлять людей по сей день. Василий, ставший монахом Авеля, прошел долгий и трудный путь от бедного крестьянского сына до известного пророка. Его жизнь – это был пример силы духа и преданности Богу, а его пророчества оставили неизгладимый след в истории.
После принятия монашеского пострига в 1785 году Авель нашел пристанище в различных монастырях. Первым из них стал монастырь на Валааме. Здесь он проводил большую часть времени в посте, в молитве и уединении, почти не общаясь с другими монахами. Он стремился к полному отречению от мирской суеты, желая посвятить свою жизнь исключительно Богу. Именно в монастырях у Авеля начали проявляться его пророческие способности. Он видел видения и картины будущих событий, которые затем записывал. Эти видения стали основой его пророчеств, которые принесли ему известность, но и множество испытаний. Авель был уверен, что его дар предвидения был дан ему Богом для предупреждения людей о грядущих катастрофах и важных событиях. Его видения были яркими и детализированными, часто касались судьбы России и мира в целом. Он записывал их в свои рукописи, которые затем показывал настоятелям монастырей и другим духовным лицам. Одним из самых известных видений Авеля было пророчество о смерти императрицы Екатерины Великой. Он предсказал, что она будет царствовать 40 лет и умрет в 1796 году. Эти слова он записал в Николо-Бабаевском монастыре и показал настоятелю, что вызвало большой скандал и привело к его аресту. Несмотря на скептицизм властей, предсказание сбылось почти точно. Авель также предсказал царствование Павла I, его короткое правление и мучительную смерть от рук заговорщиков. Это пророчество, как и многие другие, подтвердило его дар предвидения и сделало его еще более известным. Авель был уверен, что его миссия – предупреждать людей о будущем и грядущих катастрофах. Он считал своим долгом донести до человечества послание Бога, чтобы подготовить их к испытаниям и помочь избежать бедствий. Эта миссия часто ставила его в конфликт с властями, которые не всегда были готовы принять его пророчество. Несмотря на многочисленные аресты и заключения, Авель не отступал от своей миссии. Он путешествовал по миру, нигде не задерживаясь надолго, и продолжал записывать свои видения. Его жизнь была полна испытаний и лишений, но он никогда не отказывался от своего духовного пути. А также после ухода из Валаамского монастыря Авель провел 9 лет в путешествиях. Он странствовал по России и другим странам, нигде не задерживаясь надолго. Его целью было донести свои пророчества до как можно большего числа людей и предупредить их о грядущих событиях. Одним из мест, где Авель остановился на длительное время, стал Николо-Бабаевский монастырь. Здесь он записал многие свои видения и пророчества, которые затем стали известны широкому кругу людей. Эти записи стали основой его книги пророчеств, которая принесла ему немало бед, но и в то же время закрепила за ним статус великого пророка. Его дар предвидения не раз становился причиной его арестов и наказаний. Вопреки всем трудностям, он оставался верен своей миссии предупреждать людей о грядущих событиях. Пророчества Авеля часто не нравились властям, это мы уже с вами обговаривали, да? И это приводило к его арестам и заключениям. Дело в том, что его видения, предсказания касались важных событий в жизни России и императорской семьи, что вызывало страх и недоверие среди правящих кругов. Авель не смог удерживать свои пророчества при себе, и каждый раз, когда его предсказания становились известны, он сталкивался с репрессиями. Одним из первых арестов Авеля был связан с его предсказанием о смерти императрицы Екатерины Великой. Его пророчество вызвало бурю негодования среди монастырских настоятелей, что привело к его аресту и заключению в тюрьму. Пророчество о Екатерине Великой стало одним из самых известных и значимых предсказаний. Он предсказал, что императрица будет царствовать 40 лет и умрет в 1796 году. Эти слова он записал в Николо-Бабаевском монастыре и показал настоятелю, что вызвало большой скандал и привело к его аресту. Весть о предсказании дошла и до самой императрицы, и она приказала отправить Авеля в Петропавловскую крепость. Однако, несмотря на скептицизм властей, предсказание сбылось. Екатерина правила 34 года и умерла в 1796 году. Этот случай подтвердил пророческий дар Авеля и сделал его еще более известным.
Авель также и предсказал царствование Павла I. Его короткое правление и мучительную смерть, эти пророчества вызвали еще большее беспокойство среди властей и привели к новым арестам и заключениям. И видение, которое предсказал Авель, считалось пророчеством о царствовании Павла I, который правил всего 4 года. Павел, узнав о пророчествах Авеля, сначала помиловал его, но затем вновь отправил в заточение, опасаясь его предсказаний. Авель провел много времени в заключении, но все-таки продолжал записывать свои видения и пророчества, несмотря на все трудности. Авель не раз встречался с императорами, и эти встречи всегда заканчивались для него наказаниями и заточениями. Его предсказания и видения пугали правителей, и они предпочитали держать его подальше от двора. Император Александр I, узнав о пророчествах Авеля, приказал отправить его в Соловецкий монастырь, где он провел много лет в строгом заточении. Однако после того, как предсказания Авеля о войне с Наполеоном и сожжение Москвы сбылись, император помиловал его и позволил вернуться к монашеской жизни. Николай I также не расталкивался с пророчествами Авеля и приказал арестовать его после того, как монах предсказал бунт декабристов. Авель был отправлен в Спасо-Ефросиньевский монастырь в Суздале, где провел оставшиеся годы своей жизни в заточении. Пророчество монаха Авеля охватывает не только события его времени, но и важные исторические изменения, которые должны были произойти в России в XX веке. Легенды о его предсказаниях передаются из поколения в поколение, обретая особую значимость в свете реальных исторических событий. Согласно преданию, монах Авель записал свои видения и предсказания о будущем России и династии Романовых в специальную рукопись. Эта рукопись, как гласит легенда, была запечатана вдовой Павла I в специальный ларец и спрятана в Гатчине. Ларец был предназначен для того, чтобы вскрыть его через 100 лет в марте 1901 года. Вдова Павла I, Мария Федоровна, понимала важность этих предсказаний и решила сохранить их для потомков. Ларец с рукописью был запечатан с указанием вскрыть его ровно через столетия, чтобы потомки могли узнать о грядущих событиях и быть подготовленными к ним. Существует легенда, что в марте 1901 года последний российский император Николай II и его супруга Александра Федоровна приехали в Гатчину, чтобы вскрыть ларец и ознакомиться с пророчествами монаха Авеля. По словам очевидцев, они отправились в Гатчину с легким сердцем, но вернулись в Петербург в глубокой задумчивости и печали. Это событие оставило неизгладимый след в душе Николая II. Прочитав предсказания, император осознал, что грядущие события будут тяжелыми и судьбоносными для России. Он стал называть 1918 год роковым, понимая, что именно тогда произойдут значительные перемены. Согласно преданиям, в рукописи Авеля содержались предсказания о революциях, которые должны были произойти в России. Он предвидел приход к власти Ленина, который принесет с собой эпоху безбожия и гонений на церковь. Пророчества монаха Авеля о Ленине и его правлении были точными и пугающими. Авель предсказал Великую Октябрьскую социалистическую революцию, которая привела к свержению монархии и установлению советской власти. Он говорил о тяжелых испытаниях, которые предстоят России, о гонениях на церковь и разрушении традиционных ценностей. Пророчества Авеля также касались и распада СССР. Он предвидел, что коммунистический режим не сможет устоять, и в конце концов страна распадется на отдельные республики. Эти предсказания полностью подтвердились в 1991 году, когда Советский Союз прекратил свое существование. Авель предсказал и правление Бориса Ельцина, первого президента Российской Федерации. Он говорил о том, что после распада СССР страну ждет период нестабильности и экономического кризиса. Правление Ельцина ознаменовалось тяжелыми реформами, экономическими трудностями и социальной нестабильностью, что полностью совпало с пророчествами монаха. Современные события также находят отражение в пророчествах Авеля. Он предсказал, что Россия в будущем сможет восстановить свою мощь и влияние, преодолев все трудности и испытания. Эти предсказания дают надежду на лучшее будущее и напоминают о важности веры и духовной стойкости.
Пророчества монаха Авеля о 2024 году остаются одними из самых загадочных и обсуждаемых. Авель предвидел, что именно в этом году произойдут значительные перемены в России, которые окажут влияние не только на страну, но и весь мир. Особое внимание в его пророчествах уделяется фигуре нового правителя, который должен возглавить Россию. Согласно пророчествам монаха Авеля, в 2024 году Россия получит нового правителя, которого он назвал царем. Этот царь должен появиться после какой-то великой войны, вероятно, имея в виду Великую Отечественную войну. Пророчество предполагает, что царь должен быть рожден в период между 1945 и 1955 годами, что делает возможным кандидатом на этот пост человека из поколения, которое пережило войну и послевоенные годы. Авель утверждал, что новый правитель будет не просто временным лидером, но человеком, способным вернуть величие России. Его правление знаменуется значительными переменами и возрождением страны. Пророчество монаха Авеля можно трактовать различными способами. Одно из толкований предполагает, что новый правитель может быть представителем царского рода. Возможно, он будет потомком династии Романовых или другой царской семьи, которая вновь воссядет на престол после длительного перерыва. Другое толкование предсказывает возможное восстановление монархии в России. В этом случае страна может перейти от республиканской формы правления к монархической, и новый царь станет символом национального единства и возрождения. Авель не дает точных указаний на личность нового правителя, что оставляет пространство для различных интерпретаций. Тем не менее, его пророчество явно указывает на то, что в 2024 году Россию ожидают значительные политические и социальные изменения. Одним из самых интересных аспектов пророчеств Авеля является упоминание о том, что величие России вернет человек, чье имя трижды упоминалось в истории страны. Это может быть имя Александр, Петр или Владимир, поскольку эти имена неоднократно фигурировали в русской истории, связанных с великими правителями и деятелями. Имя Александр связано с несколькими выдающимися личностями, включая Александра Невского и Александра II, который освободил крестьян от крепостного права. Возможно, новый правитель будет носить это имя и продолжит славные традиции своих предшественников. Петр Великий, царь реформатор, значительно изменил Россию, превратив ее в мощное европейское государство. Новый царь с таким именем может символизировать начало новых реформ и модернизаций, направленных на усиление страны. Имя Владимир ассоциируется с князем Владимиром Святославовичем, крестителем Руси, а также с современным президентом Владимиром Путиным. Этот выбор имени может указывать на продолжение сильного и решительного лидерства. Пророчества монаха Авеля о 2024 году остаются объектом множества спекуляций и интерпретаций. Вне зависимости от точности этих предсказаний, они подчеркивают важность и значимость будущих событий для России и мира. Эти пророчества продолжают вдохновлять и предупреждать, напоминая о том, что будущее несет в себе множество неожиданных поворотов и испытаний. Пророчество монаха Авеля о будущем России продолжает интриговать и вызывать интерес у многих исследователей и обывателей. Среди его предсказаний особое место занимает фигура великого гончара, который, по словам пророка, должен навести порядок и провести реформы в стране. Эти пророчества рисуют картину будущего, в котором Россия переживет значительные перемены и восстановления. Монах Авель описывает великого гончара как стремительного и великого правителя, который придет к власти в трудное время для России. Он будет человеком чистым душой и мыслями, чьи намерения и действия будут направлены на благо страны и народа. Гончар обрушит меч своего правосудия на разбойников и воров, не оставив никого без наказания или позора. Его правление будет недолгим, но решительным и эффективным. Этот идеальный правитель будет обладать сильной волей и решимостью, что позволит ему быстро навести порядок в стране и провести необходимые реформы. Его правление ознаменуется возвращением справедливости и закона, что приведет к значительным изменениям в обществе и государственной системе.
Авель предсказывает, что во время правления великого Гончара 5 бояр, близких к царю, будут преданы суду за свои преступления. Вот их описание. Первый боярин – судья, который будет осужден за свои неправомерные решения и злоупотребление властью. Второй боярин – воевода, который, понимая, что его ждет суд, попытается сбежать за границу, но будет пойман и возвращен для суда. Третий боярин, также воевода, который не сможет избежать правосудия и будет осужден за свои действия. Четвертый боярин – рыжий, которого найдут мертвым в своей постели, возможно, от отчаяния или страха перед предстоящим судом. Пятый боярин – его имя и деяния неизвестны, но он также не сможет избежать наказания. Эти события подчеркивают решительность и справедливость правления великого Гончара, который не оставит без внимания ни одно преступление и вернет веру народа в справедливость и закон. Пророчества Авеля также предсказывают период великой радости и обновления на Руси. В этот период страна вернет свою корону, символизирующую восстановление монархии или возвращение к великим традициям прошлого. Россия примет под корону большое древо, что может символизировать объединение наций и возвращение к духовным и культурным корням. Это время станет периодом великого обновления, когда страна сбросит иго безбожия и иудейской власти, и наступит эпоха процветания и благополучия. Люди будут жить в мире и согласии, наслаждаясь плодами труда и справедливости. Символическое возвращение короны и принятие под корону большого древа указывает на возрождение России как великой и могучей державы. Этот процесс будет сопровождаться духовным возрождением, когда люди снова обратятся к своим корням, традициям и вере. Древо, под корону которого примет Россия, может символизировать единство нации, где каждая ветвь представляет собой разные регионы и народы, живущие в гармонии и согласии. Это также может означать восстановление прежних границ или объединение с другими славянскими народами, что приведет к созданию сильного и единого государства. На этом мы, друзья, с вами завершаем наш рассказ о пророчествах монаха Авеля и возможных переменах в России в 2024 году. История жизни этого удивительного человека и его предсказания продолжает будоражить умы и вдохновлять на размышления о будущем. Вне зависимости от того, верите ли вы в пророчество или нет, важно помнить, что будущее зависит от нас самих и наших поступков. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные выпуски. Пишите в комментариях свои мысли и мнения о пророчествах Авеля, а также о том, как вы видите будущее страны. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч!